Современная академическая музыка может использовать в качестве звукового материала для музыкальных композиций музыкальность как поющего голоса, так и говорящего. При этом сами слова могут быть важны не только с точки зрения смысла, но и с точки зрения звучания. В таких новейших музыкальных произведениях композитор может сам сочинить любые новые звуковые техники и приемы, инструментальные и голосовые, которые предполагают и совершенно новые обозначения в партитуре. Конечно же, это требует и от исполнителя, и от дирижера высочайшего уровня владения своей профессией. Про композитора Кэти Бербериан, о которой пойдет речь, итальянский ученый, философ и теоретик культуры Умберто Эко как-то сказал: «Она превратила в музыку внутренний голос самой повседневности». В ее смелом музыкальном эксперименте под названием «Стрипсодия» соединился комик-стрип, то есть комикс, и музыкальная рапсодия, то есть произведение в свободной импровизационной манере. Так и получился звуковой коллаж в духе поп-арт, составленный из коллажа шумовых повседневных звуков, голосов животных, людей, музыкальных инструментов. Причем все эти звуки имитировала вокалистка. В пиктографической партитуре стрипсодии используются только рисунки и текст. Это позволяет интерпретировать произведение так, как хочется исполнителю. Она уверяла, что пришла пора слушать новыми ушами и смотреть на вещи новыми глазами, и отмечала, цитирую: «Мы живем в совершенно ином измерении. Хотим этого или нет, мы принадлежим настоящему времени, поэтому должны шагать с ним в ногу». Кэти Бербериан, а на самом деле Бербериан, была из семьи армянских эмигрантов. Родилась в США. С детства она изучала театральное, актерское и оформительское искусство в Колумбийском и Нью-Йоркском университетах. После 1942 года по стипендии училась музыке в Париже и Милане. С 50-х годов была замужем за итальянским композитором Лучано Берио и была его музой. Но музой итальянца восхищались и другие известные композиторы середины прошлого столетия. Так Кэти покорила выдающегося композитора Игоря Стравинского, который в 1964 году написал для нее элегию памяти Джона Фицджеральда Кеннеди. Загорелся косый дом, глаза выскочили, глаза выпучили, глаза хвостиком трясут. Мама, как Люций зовет, в коте колокол звонит, на пожар бежать велит. Джон Кейдж и многие представители музыкального авангарда XX века доверяли армянской певице свои лучшие творения. Также Кэти исполняла сочинения Клаудио Монтеверди, Клода Дебюсси, Жака Оффенбаха, Джорджа Гершвина, Луиджи Ноно и многих других. В ее репертуаре особое место занимали также и армянские народные песни, с которыми она объездила всю Америку и Европу. Умберто Эко, с которым она, кстати, работала в качестве переводчика, прозвал ее Magnific Hetty. Это прозвище, но немного с другим написанием, выбранное самой Кэти, позже использовалось в качестве названия одного из ее самых известных альбомов. В последние годы Кэти испытывала большие проблемы со здоровьем и почти полностью потеряла зрение. Чтобы продолжать выступать, она просто запомнила наизусть весь свой репертуар. Будучи заядлой читательницей, потеря зрения стала для нее большим источником разочарования, и потому она впала в депрессию и чувствовала себя одинокой. Великая дочь армянского народа умерла 6 марта 1983 года в Риме от сердечного приступа. Ее тело было кремировано, а урна с прахом была доставлена в Милан. Прах был разделен между ее братом и ее дочерью Кристиной.
которые позже развеяли его в Средиземном море вместе с розовыми орхидеями, любимым цветком бербериан. С музыкой первопроходцев авангарда я вас уже не раз знакомила и рассказывала, как часто им приходилось сталкиваться с непониманием слушателей и даже коллег-музыкантов. Давайте и мы с вами сейчас потренируем навык понимания, а для этого послушаем и посмотрим ту самую стрипсодию. Напомню, что в нотной партитуре стрипсодии точная высота значения не имеет, но очень важны передача рисунка и экспрессии. You stupid kite, come down out of that tree! Clunk, clink, clunk, clink, clunk. Gosh! Knock, knock. Ouch! I'm Frida and I have naturally curly hair. Do you like girls with naturally curly hair? Good grief. Pum, pop, pow. Dong, dong, dong. Sempre she's got a ticket to ride. The weather tomorrow will be mostly cloudy. Knock, knock. Huh? Oh. Oh. Do you lullaby Brahms? Kerplunk.
Spell, spell, spell. Stomp. 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 Thud. Stomp. 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 Scratch, scratch, swish, swing, tuck, tip, thump, tuck, tick, tick, tuck, thump, twang. It's a bird! No, it's a plane! No, it's Superman! Yahoo! Yak, 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 whack, 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 whoosh! Zing, zoom, zooey! Bang! Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!